Дорогие белорусы, сегодня, 9 февраля, ровно полгода с даты выборов. Каждый день с 9 августа я засыпаю и просыпаюсь с одними и теми же вопросами. Почему мы все еще не отстояли победу наших голосов? Чего нам не хватает для этого? Что еще мы можем сделать, чтобы освободить политзаключенных и провести новые выборы? И я знаю, что с этими вопросами живет каждый. И поэтому всем бы хотелось, чтобы появился подробный план действий, который покажет простой и быстрый путь к нашей цели. Но давайте на чистоту. Такого волшебного плана нет. Но у нас есть единство. Объединившись, мы уже сделали очень многое. «Голос» и честные люди доказали, что итоги выборов были сфальсифицированы. Движение «Страна для жизни» объединило людей во всех регионах Беларуси. Координационный совет дал возможность стать лидером каждому. Полумиллионные протесты лишили легитимности режим. Тысячи белорусов пожертвовали своей свободой и здоровьем, десятки жизнями, сотни оказались политзаключенными. И все они стали нашими героями перемен. ByHelp и BySoul помогли изменить суть поговорки «Беларусь белорусу белорус». Ведь теперь мы помогаем друг другу в любой ситуации. Фонд спортивной солидарности добился отмены чемпионата по хоккею. Фонд культурной солидарности провел множество благотворительных концертов и акций. Фонд «Страна для жизни» поддержал активистов и политзаключенных. Вероника и Валерий Цыпкало создали Белорусский демократический форум. Диаспоры помогли принятию американского акта о демократии в Беларуси. Байпол объединил бывших силовиков и запустил расследование для единой книги регистрации преступлений. НАУ собрал специалистов для разработки новых подходов в госуправлении. Мы заручились поддержкой более 30 стран, добились санкций Евросоюза и США, дали старт первым делам по универсальной юрисдикции и десяткам образовательных и реабилитационных программ. И все это мы сделали вместе. Так почему мы не можем отпраздновать нашу победу? Разве мы что-то делаем не так? Нет, мы все делаем правильно, и поэтому продвинулись так далеко. С одной стороны, с нами большинство, и люди в Беларуси, и страны-партнеры. С другой стороны, против нас диктатура, которая крепла годами. Но мы добились делегитимации режима и легитимации наших сил. И такое произошло впервые за 26 лет. Мы прошли большой путь, и сейчас мы в точке, когда в прошлое вернуться нельзя, а настоящее не устраивает никого. Поэтому мы и добиваемся следующего шага к будущему – переговоров. Так чего же нам не хватает? Нам не хватает ресурсов и диалога со сторонниками старой системы. Ресурсы Лукашенко – это кредиты от России, неразорванные госконтракты, сборы из провластных профсоюзов и наших налогов. А главное – это силовики и чиновники, которые не могут от него уйти, потому что мы не предлагали им альтернативы. Мы думали, что раскол элит приведет нас к победе, но у них нет единства элит. Есть страх повязанных одной преступной цепью людей. Лукашенко держится на том, что марает репутацию милиции и судей, прокуроров и министров, и убеждает их, что народ хочет расправы над ними. Но народ не хочет мести. Народ хочет справедливости. В Новой Беларуси нам всем придется сделать работу над ошибками. Нам нужно будет осознать произошедшее не только за полгода, но и за 26 лет. Дать право на честный суд тем, кто совершал преступления, и принять тех, кто честен перед белорусами. И это работа для всех нас. Мы все переоценили рациональность Лукашенко. Он превратил страну в лагерь только ради еще нескольких месяцев у власти. Мы полгода пытались достучаться до человека, который не был готов вести переговоры. А значит, сейчас нужно действовать иначе. Так что же делать, чтобы начать диалог?
Чтобы дойти до точки, когда начнутся переговоры о новых выборах, нам нужно изменить позицию сил. Помните, я сказала, что нам не хватает ресурсов? Именно наращивание ресурсов усилит нашу переговорную позицию. Уже полгода мы противостоим режиму, который паразитирует на всех государственных ресурсах. Но даже это не помогло ему задавить протест. Поэтому нам и не нужно получить больше ресурсов, чем у них. Нам нужно больше ресурсов, чем сейчас у нас. Больше профессионалов, больше силовиков, которые уже уволились или помогают бороться с режимом изнутри. Больше платформ и структур, которые представляют голос народа. Больше акций солидарности. Больше международных партнеров. Больше внутренней и внешней поддержки. Больше информационных площадок и каналов. Больше инструментов безопасности. Чтобы добиться всего этого, мы публикуем стратегию победы белорусов. Она учитывает, как много мы уже сделали и что мы можем еще больше. Она открыта для всех и каждого. В ближайшие дни офис и кабинет Светланы Тихановской, Координационный совет, Народное антикризисное управление, штаб Валерии Цепкало объявят о своих проектах в рамках этой стратегии. Но главное, она уже работает, и пространства для действия в ней хватит всем. Вы можете объединяться с коллегами и вместе выходить из госпрофсоюзов. Вы можете участвовать в сходах и форумах, которые созданы для настоящего общественного обсуждения. Вы можете развивать свои дворовые или районные сообщества, чтобы готовиться к массовым протестам, собирать свидетельства коррупции и проводить независимые расследования, поддерживать политзаключенных на судах и помогать их родственникам, переводить их истории на другие языки и отправлять в иностранные СМИ, налаживать диалог со знакомыми, которые работают в госучреждениях на любых уровнях, отказываться выполнять приказы начальства, если они нарушают ваши права или права других белорусов, создавать группы и чаты в соцсетях и листовки с антипропагандой, чтобы все бабушки в вашем подъезде прекратили смотреть государственные каналы, публиковать доказательства нарушений закона в телеграм-каналах или конфиденциально делиться ими с нами, делать акции протеста и неповиновения и любые другие действия, которые помогают показать силу белорусов. Если мы все включимся в работу, к концу весны у нас будет сильная позиция для диалога. И тогда в мае мы начнем переговоры с представителями старой системы. И мы обязательно победим. Вы же представляли себе этот момент? Я вижу, как двери тюрем открываются. Из них выходят наши любимые люди, и мы, наконец, можем их обнять. Я вижу, как возвращаются те, кто был вынужден бежать из родного дома. Я вижу, как приказы блокировать интернет и выводить водометы просто не исполняются. Я вижу, как силовики опускают свои щиты. Я вижу, как мы выходим на улицы своих городов. Мы видим, как нас много, и чувствуем себя в безопасности. Я вижу, как много у всех нас будет работы и как много ответственных решений нам нужно будет принимать. И вместе с тем я вижу, что в магазинах действительно заканчивается шампанское. Я вижу это, и это новая Беларусь. И согласитесь, она стоит того, чтобы пройти весь путь и дойти до нее.